Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Рыболовные снасти и рыболовные мережи. Сегодня настал тот день, когда мы откроем плейлист «Рамовая рыболовная сеть». Рамовые рыболовные сети бывают как простые, как профессиональные, также и профессионально специализированные. Эти подвиды сетей имеют тоже место быть. Спасибо, смотрим, делаем, учимся. Сегодня мы будем с вами готовить профессиональную рамовую сеть. Будем при этом использовать, шнур 5 мм, плетеный шнур. Будем использовать сетеполотно ячея 50 мм. Будем использовать грузовой шнур 30 грамм на метр. Будем использовать вот такой поплавок плавучестью 20 грамм. Да? Будем ее делать высотой 1 метр. Будем использовать 2 иглички. Вот такие большие 2 иглички. Значит, как обычно мы с вами для того, чтобы начать изготавливать рыболовную сеть, необходимо ее посчитать. Рамовая сеть. Сад ее будет составлять 1 к 2. 1 к 2. Полотно здесь непосредственно в жгуте 120 метров. Рыболовная рамовая сеть получится у нас 60 метров по длине. Рамовая сеть. Ячея 50 миллиметров. Набор. 4 ячеи. 4 ячеи будет составлять у нас с вами расстояние 20 сантиметров. 20 сантиметров. Высота 1,0 метра. Рамовые сети. Как мы уже с вами и знаем расстояние, мы будем использовать с вами всегда расстояние садовое 20 сантиметров. 20 сантиметров это та величина, удобная величина. Если вы делаете рыболовную сеть, во-первых, величина известная для вас, да, не более 20 сантиметров. Это удобство рыболовной сети. Второй момент. 20 сантиметров ее удобно делать непосредственно просто на шнуры. Непосредственно удобно делать ее на поплавок. Так как, допустим, мы будем рассматривать с вами поплавок, у нас будет идти вверх, да, сети, к примеру, низ сети рыболовной. К примеру, поплавок вот здесь стоит, да. 3, 4, 5. Поплавок в саде, да. Здесь поплавок в саде. И так далее. То есть здесь у нас поплавок пойдет с вами. Здесь у нас поплавок с вами пойдет, да. Через 4 промежутка, это 80, если смотреть от сада до сада. Это 80 сантиметров. А если рассматривать от центра поплавков, это будет составлять у нас с вами расстояние 1 метр. От центров поплавков 1 метр. Рама у нас будет 3 окна.
И рама у нас пойдет промеж вот этих двух садов. Вот так. Два. Вот так. То есть, соответственно, непосредственно у нас вертикальные нити рамы будут идти через 5 садов. 5 садов. 5 садов. Это 1 метр. 5 садов, 1 метр. То есть вертикальные у нас будут идти прожилины через каждый метр при наборе 20 сантиметров. Это расстояние у нас с вами будет каждая рама там 33 сантиметра. Будет идти вот такая рама. То, что мы с вами уже и проходили, то, что мы с вами уже, я вам и говорил, что непосредственно рамовая сеть, да, ее допустимая величина, вот эта величина, до 30 сантиметров. До 30. Меньше уже делать нет такого эффекта, эффективности в них нету. Рамовые сети, если даже на примере я взял рассмотреть вопрос метровой рамовой сети, 1 метр, все равно эффективность лова рамовой сети составляет 3 окна. То есть 2 окна, если сделать на этой рамовой сети, эффект рамовой сети упадет ориентировочно где-то в 2 раза. Эффект рамовой сети пропадет в 2 раза. Некоторые на метровую сеть делают всего лишь 2 окна по 50 сантиметров. По 50. Да, пожалуйста, делать можно, но эффект в этой раме упадет. Так же, как и в других сетях, мы начинаем посадку нижнего шнура 30 грамм на метр, набор 4 ячеи, расстояние 20 сантиметров. Все то же самое. Как и в других рыболовных сетях, рамовая сеть, ничего нового, то же самое. Привязали сетеполотно, взяли непосредственно также там первую ячею, отмерили на шнуре также 50 сантиметров, оставили хвостик. И также пристегнули первую ячею. На всех сетях мы просто пристегиваем. Первую ячею на шнур, нижний шнур. Так как здесь полотно по низу обрезанное, есть рез, то рез ставим на низ. 4 ячеи. 20 сантиметров. Пенек порядка там 2 сантиметров, пенек 2 сантиметра. Тем, кому, если необходимо, чтобы карман гулял, по его мнению, получше, да, это расстояние пенька можно сделать больше. Там не 2 сантиметра взять больше, там 4, 5, пожалуйста. Кому как удобно, да? Если он считает, что гулять там рамовая сеть, карман будет лучше. Но я, честно сказать, в этом великих значений каких-то не вижу. Также мы продолжаем непосредственно уже садить низ. Ничего тут нового, да? Все то же самое, как и делается на простых там жаберных сетях.
Садим для начала просто низ. Потом, когда будем вставлять боковую нитку, я уже вам покажу, что непосредственно с ней уже делать, с боковой ниткой. Там есть небольшие моменты, незначительные. Ну вот, когда мы подошли к завершению здесь, да, и будем уже продевать точно так же боковую нить, не в последнюю, а предпоследнюю ячею по верху, да, можно этого не делать, но я сразу поставлю отметки здесь, так как мы делаем ее метровую, я сразу просто затяну узелки. Узелки я затяну через 34 сантиметра. 3-4 сантиметра. Вот просто делаю на нити узелок. Делаю 2 таких узелка, потому что метр, то есть 2 протяжки будет, 3 окна на рамовой сети. 3 окна на рамовой сети. Будет невысокая метровая. 3-4 просто с небольшим запасом, там уйдет какое-то расстояние, уйдет на узел, да, нитка станет короче. И уже непосредственно, третий узелочек там я делаю уже там 3-4, скажем, да, чтобы уже дать размерность к верхнему шнуру закрепиться. Чтобы закрепиться по этому узлу уже на верхнему шнуру. Все, собираю низ, переворачиваю сеть, начинаю подсаживать уже непосредственно вверх рамовой сети. Ну вот, мы перевернули нашу рыболовную сеть. То же самое, что мы ее просто перевернули, боковую нить вставили, да, не в последний ряд. Перевернули, прикрепил я ее тут, зацепил. То же самое. Обрезаю петли. Да. Также 50-ка у нас здесь идет, да. Подцепляю первую ячею. Делаю захват, чтобы просто проходила игличка. Делаю первый захват. Да, тут необходимо там оставили там 2 миллиметра, там 3-5. Оно под узлом стянется. Затянули. Да, также набор у нас идет с вами 4 ячеи. 2, 4 ячеи. 20 сантиметров. Делаем здесь пенек также пенек 2 сантиметра, 20 сантиметров. Делаем 2 захвата. Делаем 2 захвата. Две, 4. Поплавки уже идут у меня на шнуре. Поплавки идут на шнуре. Два захвата. И в третий захват уже с вами непосредственно. Камеру передвинем маленечко. Два захвата сделали, да? И в третий уже непосредственно захват с вами уже ставим поплавок. В третий захват. Поплавок. Пенек 2. Поставили поплавок. Теперь делаем 4 захвата, 4 сада и делаем в 5-й опять поплавок. У нас с вами, значит, вот через 2 захвата у нас пойдет столб рамовой сети уже пойдет. Столб рамовой сети. То есть посередине вот этих 2 огнив, да, посередине поплавков у нас будут опускаться столбы рамовой сети. Вот видите, у меня закончилась нить.
Вот я ее дорабатываю здесь. Довязываю. Вот небольшой у меня остается, как уже показывал. Подсоединил. И вот здесь у нас уже пойдет с вами столб. Скажем, столб уже пойдет вот через две. Посередине поплавков, посреди поплавков, посреди непосредственно этих садов пойдет столб уже рама. Будет формироваться столбы рамовой сети. Еще два промежутка здесь прихватываем и уже ставим потом уже поплавок. Я вас, конечно, обманул. Раз, два. А нет. Там поплавок. Раз, два, три. Четыре. И вот ставим сюда, мы поплавок вставляем. Вставляем поплавок. Да. И так далее. Продолжаем уже непосредственно садить вверх рамовой сети.